Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о том, какие же вещи нельзя одалживать. И одолжив эти вещи, вы просто теряете свое благополучие, свое счастье и удачу. Что это за вещи и как они влияют на наше благополучие, далее в этом видео. Обязательно досмотрите это видео, и вы узнаете много полезной и важной информации для себя. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, а в комментариях обязательно напишите: «Я на правильном пути и получаю от этого удовольствие». Да будет так, так и есть. И обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете точно, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, есть определенный список вещей, которые запрещено одалживать, даже если об этом вас очень просят, или даже если тот, кто вас просит, ваш близкий друг или даже ваш родственник. Дело не в том, что вам их больше не вернут, сломают, например, или потеряют. Дело в том, что согласно народным приметам, вместе с такими вещами вы можете легко лишиться своей энергии и удачи. Поэтому обязательно используйте мудрость наших предков для того, чтобы не привлекать на себя всевозможные неприятности, проблемы. Поэтому никогда не одалживайте такие вещи. Что же это за вещи? Ну, во-первых, друзья, это соль. Многие народные приметы связаны именно с солью. И это неспроста. Соль считается сильнейшим энергетическим элементом. Она имеет огромную энергетическую силу и способность влиять на судьбу. Одалживая соль, а затем, когда вам ее возвращают обратно, вы можете таким образом потерять удачу. Соль, она впитывает в себя энергетику находящегося рядом человека. И если она у него нехорошая, отдавая вам соль, она отдает вам и весь свой негатив. Также считается, что передавая соль из своего дома в чужие руки, вы отдаете энергетику дома, опустошаете свой дом, а взамен получаете только негатив и неприятности с чужого дома. Если у вас нет возможности отказать в просьбе отсыпать продукт в долг, поставьте пачку соли на стол, и пускай этот человек самостоятельно отделит себе необходимое количество соли. А вы должны подарить ее. Скажите, что отдавать не нужно, и ни в коем случае не берите обратно. Ни под каким предлогом, запомните. Далее посуда. Столовая посуда – это только семейные вещи, которые заряжены и хранят в себе энергетику вашего дома. Поскольку дать их в использование другим – это все равно, что поделиться энергией своего дома. Поэтому, когда вы одалживаете посуду, вы не только нарушаете энергетику своего дома, но и привлекаете на себя череду всевозможных неприятностей, отдав поток энергии, который предназначен вам самим. Еще с давних времен давать посуду в долг означало отдавать свое семейное счастье другому человеку. У вас в доме появятся неудачи и конфликты. Поэтому, если у вас просят одолжить посуду, лучше отказать в такой просьбе. Ну, если уже вы поделились посудой, то попросите не возвращать ее пустой. Пусть вам в нее положат хотя бы конфетку, и обязательно промойте ее под проточной водой. Следующее, что ни в коем случае нельзя одалживать, так это веник. Этот предмет нашего быта не должен покидать наш дом или нашу квартиру, ведь это защита вашей семьи и вашего дома. Передав его в чужие руки, вы лишаете свой дом защиты, а веник наполняет, помните об этом, функцию очищения дома, а также отвечает за ваше финансовое благополучие. Поэтому, одалживая веник, вы подвергаете себя и свою семью череде неудач.
Также не стоит позволять подметать полы в вашем доме людям, которые в нем не живут. Веник можно отдавать только если он вам уже не нужен и вы готовы его выкинуть. Далее украшения. Помните, что металлы, драгоценные камни, бижутерия сильно впитывают энергию хозяина, и информацию о нем также подпитывают энергетическое поле человека, носящего эти вещи, и очень не любят смены владельцев. Поэтому, если вы одалживаете кому-то свои украшения, то вы делитесь своим счастьем, благополучием и удачей. Также плохо и даже опасно покупать для себя старинные украшения, которые имеют загадочные истории, связанные с их владельцами, или украшения о хозяевах, которые вы абсолютно ничего не знаете. Некоторые, к сожалению, из них способны навлечь на вас даже всевозможные несчастья, неурядицы в финансах и в личной жизни. И у вас может все пойти просто наперекосяк. Поэтому, чтобы потом не думать, почему у вас произошли перемены, и при этом произошли перемены не в лучшую сторону, в просьбе одалживать украшения нужно сразу отказать. Далее мы поговорим о деньгах. И вы знаете, здесь идет речь не о том, что вообще нельзя одалживать деньги, а мы проговорим о конкретных днях, так как если одолжить деньги в неправильный день, они уйдут от вас, и вы никогда их просто не вернете. Помните, деньги нельзя одалживать даже самым близким родственникам перед Новым годом, в ваш день рождения, в религиозные, церковные великие праздники, когда у нас убывающая луна, и после захода солнца. Если вы будете одалживать деньги в эти периоды, вас это приведет в будущем к денежным проблемам. Категорически нельзя давать взаймы, если у вас остались последние деньги, так как этим вы показываете деньгам, что не нуждаетесь в них, и в результате чего вы просто распрощаетесь со своей финансовой стабильностью и со своей удачей. Следующее, что нельзя ни в коем случае одалживать, это последний кусок хлеба. Делиться хлебом можно и даже нужно, но существуют, опять же, определенные правила, которые стоит придерживаться. Есть даже традиция с хлебом и солью встречать почетных гостей. И некоторые религии учат делиться хлебом даже с врагом. Однако никогда нельзя отдавать последний кусок хлеба. Отдав его, вы привлекаете в свой дом безденежье, лишаетесь удачи, успехов и благополучия. Когда голодный человек просит у вас хлеб, обязательно отделите ему кусок хлеба, но не отдавайте весь хлеб. Хлеб нельзя давать через порог и после захода солнца, потому что это приводит к разочарованиям и неудачам. Последний кусок хлеба всегда должен оставаться в доме, только для вас и тех, кто с вами живет. Поэтому, давая личные вещи в долг, вы рискуете поделиться с другим человеком, даже самым близким, добродушным, частью вашей энергетики. И отдавая из дома достаток и благополучие, вы можете иметь при этом определенные проблемы. Поэтому лучше не рискуйте и не одалживайте, если вы не уверены, что знаете хорошо этого человека и знаете, что, возможно, он вам не вернет или, наоборот, принесет какие-то беды и проблемы. Не рискуйте, пожалуйста, никогда своим благополучием.